Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое. Меня зовут Оля, и я продолжаю тему летних легких комбинезонов. Это второй вариант. Этот вариант предназначен для таких фигур, как у меня, когда не ярко выраженная талия, когда нет, можно сказать, бедер, когда бедра меньше, чем обхват груди, то есть именно для таких фигур. И так как у меня не широкая бумага, я не хочу ничего доклеивать, я буду кроить вот здесь, у меня будет задняя и передняя половинка, это будет верх, а низ, то есть длину, я уже буду добавлять, когда буду кроить на ткани. Именно потому, что небольшая ширина бумаги, я здесь ничего не откладываю, а прям сразу от края буду откладывать. Значит, сверху от края листа вниз я откладываю длину, то есть высоту сидения плюс 6 сантиметров. У меня это получается 32 сантиметра. Провожу прямую линию. 32 сантиметра у меня здесь клеточки, поэтому я буду работать с клеточками, пока произвольная длина линии. Значит, дальше от края листа я откладываю 1/10 обхвата бедер, округляем в большую сторону. Допустим, если у меня 98, 1/10 это 9,8. Я округляю до 10. И по верхней линии я тоже откладываю те же 10 сантиметров. Провожу соединительную линию. Дальше от этой линии я откладываю обхват груди плюс небольшая прибавка. Допустим, это будет 15, 16, 20 сантиметров. Почему так? Потому что я не хочу в этой модели слишком большие сборки по талии. Однако они там должны быть, поэтому я делаю прибавку небольшую. Значит, допустим, я сделаю прибавку 16 сантиметров, да, ну, допустим, 98 плюс 16, 114 делим пополам, 57, вот, 57, сверху тоже откладываю 57 и провожу соединительную линию. От этой линии я уже откладываю 1/20 обхвата бедер, тоже округляем, я откладываю 5 сантиметров. И провожу через эту точку вверх и вниз до конца линию. Вот так. То есть здесь у меня крайняя линия будет, вот она. Крайняя линия будет это край листа, а здесь я ее прорисовала. Теперь это у нас передняя половинка, это у нас задняя половинка. Я по передней половинке по диагонали откладываю 2 сантиметра. По задней половинке 3,5. Через эту точку от угла я вот так провожу дугу. То же самое здесь. От угла и вот сюда. Вот как она ложится, так я ее и веду. Это не строгие брюки, здесь не обязательно до миллиметра все высчитывать. Далее, смотрите, вот эта часть у нас остается такой, то есть такой ширины, но мы ее потом будем продлять. Если у вас есть возможность, вы ее продляете сразу. Как рассчитать длину брючек? Мы обычно измеряем длину брючек от талии вниз по боковой линии, поэтому нам нужно разделить 57 сантиметров, делим на 2, получаем 28,5. Так, чтобы уже быть точной, до 28,5. И я провожу через эту точку вверх и вниз линию до конца. Это у нас будет центр брючек. По передней половинке от верхней линии вниз я откладываю 3 сантиметра и соединяю вот с этой точкой. Прямой линией. Теперь уже вот на этом пересечении у нас будет линия талии, да, и от этой точки вниз, если у вас достаточно большая бумага, достаточно длины, вы отмеряете вот так от этой точки вниз, отмеряете длину изделия. Далее, смотрите, я хочу занизить вот эту планочку, да, где у меня будет максимально сборок, я откладываю от верха 9-10 сантиметров, ну давайте я возьму 10. И от этой линии, то есть по новой линии талии, да, вниз 10. И соединяю эти линии, то есть эти точки прямой. Здесь у нас получается не это будет
центр. Сейчас мы ее спрячем, эту линию, чтобы она нас не смущала. Заклею. Так. Смотрите, теперь по верху я откладываю по задней половинке, я откладываю 3 сантиметра вот сюда. 3 сантиметра. И там, где у меня заканчивается вот эта полудуга, я соединяю с этой точкой. Вот так. То есть, получается, продляется линия, да, вот это продляется линия, и сюда уходит в этот уголочек. Теперь мы должны, здесь я ничего не делаю, теперь вот эту линию я уже делю пополам. Здесь у меня получается, так, 24,5 сантиметра. Ну, чтобы быть точной, да, так, ой, то есть 54,5 сантиметра делим пополам ровно. Получаем 27,25. Так, 27,25. Вот он, куда ушел центр. Видите? И эту точку я опускаю вниз, не под прямым углом, то есть не так, а параллельно вот этому центру нашему. Вот она будет наша линия. Теперь вот эта часть у нас уходит. Вот она у нас будет. Это будет бок. Это будет перед. Это будет задняя половинка. Эта часть у нас пойдет к лифу. То есть будет приклеиваться к лифу. А здесь у нас уже будет раздвижка. Кстати, мне вот будет удобно показать раздвижку на таком коротком листе, нежели это был бы длинный лист. Да? Но у вас, может быть, это будет длинный лист. У меня пока не такой большой стол. То есть у меня как бы нет возможности показать 100% полностью во весь рост, скажем так, раздвижку. Смотрите, я сейчас вырезаю брючки, как они у меня есть, да? Вот такие коротенькие. Повторяю, на ткани, когда уже буду кроить, я добавлю нужную длину. Нужную длину и плюс уже там на подгибку, то есть все добавлю. Сейчас я просто вот такие коротенькие вырезаю. И вырезаю, смотрите, вот уже прям до конца, вместе с этой планочкой. Но здесь планочку, вот эту часть я не отрезаю, она мне нужна будет для построения лифа. Вот так я отрезаю. И пока я ее убираю в сторонку, эту часть, чтобы не путалась, ни с чем не перепуталась. Так, теперь делим. Можно просто вот так разделить на две части, да, то есть разрезать и раздвинуть настолько, насколько нам надо. Можно разделить на несколько частей, как вам удобно. В принципе, и так будет правильно. Я, наверное, так и сделаю. Не буду слишком много заморачиваться. Я просто разделю свои брючины на две части и раздвину настолько, насколько я хочу. Насколько я хочу добавить сборочек себе на брючки. Ну, допустим, я хочу, здесь у меня будет, сколько я там посчитала, 16, по-моему, да, сантиметров я прибавила к обхвату бедер на талию. То есть это разница между талией и бедрами, плюс еще 16 сантиметров, и у меня на талии будет сборочка. То есть такая достаточно большая сборочка, но не будет она мне сильно увеличивать. А здесь я хочу, конечно же, еще больше сборочки, чтобы здесь мне как раз и придать объем, да, для бедер. Поэтому сколько добавить? Ну, допустим, если по 15 сантиметров сейчас каждую раздвижку, это в общем я добавлю 30 сантиметров. Можно по 20 сантиметров добавить в каждую, это будет 40 сантиметров плюс, да. То есть от этой линии, от верхней, будет идти сборочка настолько, насколько вы раздвинете. Ну, допустим, пусть у меня будет 15 сантиметров. Я вот так подложу бумажку вниз, вверх, чтобы было удобно, да. Линию низа я совмещаю, опять же, для удобства потом кроя. Добавляю сюда 15 сантиметров. Ну, пусть будет не 15, вот я, наверное, все-таки раздвину на 18.
Вот так. Добавлю себе 18 сантиметров. Ни вашим, ни нашим. И сверху я тоже, мне нужно приклеить, то есть вот так, чтобы у меня верх тоже не разбегался. Здесь все выравниваю, здесь должно быть так же, как и внизу, 18 сантиметров. А вот эту часть, смотрите, у меня получается здесь, я прикладываю к краю, да, край бумажки, вот этой листочка дополнительного к краю. И здесь тоже край к краю. И между ними повторяем, то есть проверяем еще раз 18 сантиметров. То есть вот эта линия у нас будет как продолжение. Здесь сейчас лишнее отрежу. Все. И, ну, это можно, конечно, заклеить, но, в принципе, не обязательно. Для удобства можно склеить и вот эту сторону, чтобы там у нас ничего не цеплялось, не зажевывало ничего, когда мы будем кроить на ткани. Видите, получается, что если бы полностью была вся конструкция, вся длина штанов, я бы просто не показала на столе вот эту раздвижку. Хотя показала бы, конечно, но я думаю, так понятнее. Так, еще кусочки нашла, еще вот так все-таки проложу посерединке. Приклею парочку. Так будет, наверное, еще удобнее. То есть не будет ничего разбегаться у меня. Ну и так, наверное, будет более понятно, что это цельная деталь. Вот эта деталь цельная. Передняя половинка, задняя половинка, верх, низ. Низ мы будем продлевать. То есть вот так я могу показать, да? Это у меня короткие брючки, я буду добавлять длину. Повторяю несколько раз уже. Итак, я сейчас эту конструкцию убираю и строю полочку. То есть строю лиф. Так, для построения спинки я беру бумагу, раскладываю вот так. Здесь у меня линия, я надеюсь, что она не помешает. Беру верхнюю часть брючек, это у меня передняя половинка, это задняя. Мы сейчас будем строить спинку. Значит, смотрите, от нижней линии вверх я откладываю длину спинки до талии плюс 6 сантиметров. Точно так же, как и в предыдущем варианте. У меня получается 42 сантиметра. Провожу линию горизонтальную, произвольную. Теперь по этой линии я откладываю глубину, то есть ширину горловины 8,5 сантиметров. Здесь я ориентируюсь вот на эту кромочку 8,5. Я, наверное, ее прорисую, да? Так, от нее буду уже прорисовывать 8,5. Дальше половину ширины плеч у меня 20 сантиметров будет. И 2,5 сантиметра вниз от этой точки. Ставлю крестик, чтобы не потерять эту точку. От выше точки плеча через эту точку я провожу произвольную линию вниз. И теперь от этой точки, где поставила крестик, я отмеряю длину рукава. Пусть это будет 42 сантиметра. 42 сантиметра хочу длину рукава. Там уже посмотрим, убрать его или оставить. Далее под прямым углом провожу линию низа рукава. Он у меня будет 20 сантиметров шириной. То есть это половина, значит полностью рукав вот здесь будет 40 сантиметров. Далее чуть выше я опять же отмеряю 20 сантиметров, чтобы вот этот и этот углы были прямыми. Так, теперь, что касается горловины. Горловину я буду также делать V-образную. Если мы будем делать закрытую горловину по спинке или закрытую горловину по полочке, нам необходима будет застежка. Я же не хочу застежки никакие, я делаю максимально упрощенный вариант, поэтому от выше точки плеча я отмеряю вот так до бюстгальтера.
и поднимаюсь на пару сантиметров. То есть, ну, чтобы наверняка уже ничего не выглядывало, да. Ну, можно подняться и чуть выше. Главное, чтобы вы потом вошли в эту горловину по бедрам. Вы будете снизу надевать этот комбинезон. Поэтому я для себя откладываю 23 сантиметра. Соединяю с высшей точкой плеча. И, допустим, на спинке я хочу сделать вырез немножко полукруглый. То есть вот от этой точки 23 сантиметра я делаю вот такую вот сюда линию. Завертон вот такой. Вот так. И нам осталось прорисовать линию бока. Я беру, вот она у меня задняя половинка. Я беру и прикладываю прямой линией вот этой. Не косой, а прямой. Хочу спрятать вот эту белую полосочку под низ. Я прикладываю и соединяю вот эту свою центр спины, напишем центр спины, вот к этой точке, с этой точкой. И опять же повторяюсь, по прямой. Сейчас я аккуратненько ее соединю и склею. Смотрите, я приклеила верхнюю часть, которую мы отрезали от брючек, задняя половинка, центр спины. Здесь я отрезала вот эту беленькую полосочку, чтобы было понятно, что это, то есть центр спины соединяется с центром спины. Теперь мне вот эту часть нужно выровнять, потому что здесь я хочу, чтобы у меня был сгиб. Смотрите, по линии центра спины я вот эту линию, то есть продолжаю вниз. И вот эту часть я отрезаю, а вот сюда буду прибавлять. Вот эта линия, она у меня будет началом бока, спинки. Я ее сейчас здесь отрезаю. И вот как отрезала, я ее вот сюда добавлю, но мне нужно ее разрезать. То есть отделить переднюю от задней половинки. Здесь у меня будет боковой срез. Так, пока убираю. Здесь мы напишем тоже бок, чтобы не потеряться. Это передняя половинка. И вот эту часть я сейчас аккуратненько приклею вот сюда. То есть получается бок будет у меня вот эта линия. И она переходит вот сюда выше. Здесь уже, конечно, по прямой, ну, сантиметров 5. Вот так. А здесь уже мы будем закруглять. Какую хотим линию, такую нарисуем. Вот я как нарисовала, допустим, я немножко вот так сделаю пошире, посвободнее рукавчик. Вот так. Здесь у меня будет проходить нитка-резинка. Обязательно вот эту линию мы оставляем жирной-прижирной. Эту линию мы будем переносить уже на ткань. И можно, в принципе, вырезать нашу спинку. Вырезаю. Обратите внимание, мы даже не рассчитывали никакой обхват груди, ничего здесь, да, мы все ориентируемся на бедра. Вот сюда в любом случае грудь войдет, линия талии, естественно, войдет, если она, конечно, не больше бедер. Ну и то, даже если она больше бедер, все равно она войдет, потому что мы давали прибавку. Вот, поэтому спинка у нас готова. Пока ее откладываем в сторону, но я думаю, что недалеко мы ее откладываем в сторону. Мне нужно ее будет откопировать вот так. Я переношу, здесь у меня, в принципе, видно, но я сейчас покажу, какую линию я переношу. Здесь я тоже соединяю вот так центр с центром, да, чтобы, ну, ориентир был. И смотрите, переношу вот эту жирную линию уже, не пунктирную, а жирную. Я переношу на этот листочек. Вот так определяю центр, прикладываю к центру. Вот здесь у меня будет горловина. Вот здесь вот эта линия жирная, видно, да? И уже от нее я буду... Так, сначала, наверное, лучше карандашиком
прорисовать по контуру, обрисовать. А потом мы уже будем, потому что слишком жирно получится. Так, чуть-чуть съехала. Вот так. Жирно получится, не надо нам жирно. Обрисовываю по контуру боковую линию, переходящую в рукав, низ рукава. Так. Плечевая линия. Ну и горловину. Убираю спинку. Так. Прорисовываю вот эти две точки, соединяю, прорисовываю линию низа. Видите, она у нас уже получается наклонной. Дальше центр я прорисовываю. Беленькую линию убираю. Ну и смотрите, что касается горловины. Горловину мы опять же определяем сами, да, какую вы хотите глубину по горловине. Так, сюда, чтобы не мешалось. Опять же, от высшей точки плеча, насколько вы хотите углубиться. Ну, допустим, я могу углубиться на 29 сантиметров, на 30, но я не хочу настолько сильно, я подниму чуть выше. Во-первых, от этой точки вверх я должна подняться на 1/3 раствора выточки. Дальше. От центральной линии я откладываю свои 20 сантиметров ширина плеч и пунктиром вывожу вот сюда линию, то есть, ну, пунктирную, да, до вот этой линии рукава. И отсюда до этой точки я прорисовываю прямую линию. То есть, смотрите, вот она моя горловина, мне ее нужно вот так дальше поднять, не под прямым углом, а вот именно как продолжение. И уже соединить вот с этой точкой. А дальше я повторяю линию рукава. Здесь я хочу, во-первых, смотрите, вот здесь у меня получается высшая точка плеча. И от высшей точки плеча вниз я хочу не 29 сантиметров, как у меня было, а будет 23. И соединяю вот эту точку, вот эту линию продляю вверх, соединяю с высшей точкой плеча. То есть передняя горловина у меня будет ровной, прямой. V-образный вырез. Здесь нужно обязательно скруглить, смягчить линию. Повторяем низ рукава. Не меняется. Вот эта часть рукава. А здесь у нас должно сойтись вот с этой линией. Так, где у нас тут перед? Я соединяю верхнюю линию. Ну, здесь, в принципе, можно вот эту беленькую отрезать, чтобы она не смущала, да, потому что я от нее начинала строить. И я приклеиваю ее вот сюда, к центру. И вот этот бок у меня совпадает. Вот он, получается, у меня идет бок. Я его прорисовываю, то есть повторяю точно так же, как и по спинке. Теперь я сейчас приклею этот кусочек, вот этот низ. Линия талии по факту здесь у нас, но мы ее опускаем для напуска. Смотрите, вот это как бы она пунктирная линия у нас, да? Она нам не нужна. Нам нужна вот эта жирная линия. Здесь, я уже повторяюсь, мы эту линию будем переносить на ткань и будем строчить. Это будет первая строчка нитки резинки. Дальше мы будем вверх и вниз прокладывать уже сколько нам нужно строчек. 2, 3, 4 и так далее. Теперь смотрите, мне нужно вырезать. Во-первых, можно, в принципе, сразу линию центра переда продлить на вот этот вот кусочек. Так, мне здесь плохо видно. Продляю до конца. То есть центр полочки, центр переда будет у нас тоже со сгибом. Поэтому вот эта часть нам не нужна. Мы ее отрезаем и приклеиваем вот сюда. Можно, в принципе, не приклеивать, а
Просто, допустим, добавить, сколько я здесь отрезала, ну, грубо говоря, 1 сантиметр, да, и вот сюда я его добавляю. И вот так я просто приклеиваю, проклеиваю, чтобы мне не вырезать лишнее. Все, вырезаю полочку. И, в принципе, выкройка готова. Если мы не хотим делать какие-то оборочки дополнительные, выкройка готова. Полочка, спинка, боковые линии должны сойтись, видите? То есть вот эта линия сходится, здесь у нас будет проходить нитка-резинка. Боковые срезы у нас должны сойтись, но мы их копировали, поэтому они сходятся. Плечевые линии должны сойтись, сходятся. Ну а дальше мы уже с вами вырезаем, выкраиваем на ткани. Здесь у нас будет сгиб, я напишу сгиб. И здесь сгиб, полочка, спинка. По спинке у меня будет немножко полукруглый, скругленный вырез, даже может быть еще немножко. Хочу я его немножко вот здесь вот прям пошире сделать. То есть это уже ваше дело. Хотите, делайте, хотите, нет. У меня летний, легкий, пусть будет немножечко открытый комбинезон. Почему? Потому что у меня длинные штанины, то есть ноги закрыты, длинные рукава, опять же, руки закрыты. Но хоть что-то должно быть открыто, поэтому открываем немножко спинку. По переду у меня будет ровно V-образный вырез. Кстати, обработку в этот раз я хотела сделать, попробовать с кантом. Ну, то есть, не знаю, у меня подойдет мой цвет канта, у меня там есть пару вариантов, ну, то есть, посмотрим. Итак, моя выкройка практически готова. В этот раз у меня отрезная линия по ниже линии талии, то есть, талия у меня не будет отрезаться, хотя вот здесь я отрезала и линию талии, и вот здесь для сборочек, да. Ну, это я как бы пробник делала, поэтому у меня там все так покромсала. В общем, у меня получается спинка-полочка с удлиненной линией талии, заниженной, и недобрючки. Брючки будут удлиняться, и я сейчас хочу приблизительно посчитать, сколько мне нужно ткани, и очень надеюсь, что мне повезет, и я найду подходящую ткань у себя в закромах. Иначе придется мне идти в магазин и искать что-то подходящее, потому что очень хочется именно такой комбинезон. Именно с такими рукавами. В крайнем случае, если мне, допустим, хватит на короткий рукав, то есть полностью на комбинезон хватит, но с коротким вот таким, допустим, рукавчиком, просто цельнокроенный, ну, я уже тогда подумаю, может быть, я оставлю такой. Потому что для такого кроя, для такого рукавчика мне нужно будет 2 длины лифа. То есть на лиф мне нужно будет 2 длины. Вот, поэтому я сейчас по полочке, спинка у нас чуть пониже, поэтому я буду мерить по полочке, где у меня сантиметровая лента. Смотрите, кверху я прибавляю на шов сразу, да, на шов, на погрешность ткани. Так, сюда один, ну, грубо говоря, 60 сантиметров мне нужно на лиф. То есть 60 сантиметров умножаем сразу на 2. Ну, хотя можно так, 60 сантиметров на лиф и брючки. Значит, смотрите, у меня длина брюк, если от линии талии вниз, то 3 сантиметра. Плюс, допустим, 3 сантиметра на подгибку, плюс 1 сантиметр или 1,5 на шов стачивания и минус 10 сантиметров, которые я убрала сюда, да, потому что здесь уже у меня заложена вот эта часть. Значит, считаем. Я уже запуталась. 103 сантиметра плюс 3 на подгибку, плюс, ну пусть будет пара сантиметров еще на погрешность ткани, то есть плюс 5, 108 и плюс 2, грубо говоря, опять округлим, 110 сантиметров, да, то есть и минус 10 сантиметров, вот эти, которые мы убрали сюда, значит, получается ровно метр, то есть 1,60 м мне нужно на такой комбинезон. Если у меня есть что-то на 3 метра, но не больше. Если мне делать, допустим,
Если мне брать одну длину полочки, делать короткий рукав, и с выпадов где-то, возможно, будут выпады, делать вот сюда оборочку. Можно, в принципе, сделать так, но 3 метра у меня точно найдется ткань, может быть. Так, я сейчас даже посмотрю. Смотрите, у меня есть два варианта. Вот такие очень красивые. Это шифон, шифон жатка. Я не знаю, будет видно или нет. Вот он такой вот прям как полосатенький. Шифон. Ну, конечно же, сюда нужно будет подкладка. Я сейчас посмотрю, сколько у меня шифона. Так, вот у меня получается 3 и плюс хвостик. 3, 3, 13 где-то. 3 метра 13 сантиметров. Мне нужно, если метр 60, 3,20, да, мне нужно. Так, метр 60 умножить на 2, да, 3,20. То есть даже этого мне не хватит. Мне придется либо комбинировать, либо делать короче рукав. То есть короткий рукав и с выпадов делать какую-то оборку, то есть наставлять рукавчик. В принципе, почему бы и нет? Можно сделать, допустим, так, сколько у меня здесь получается? Вот так по ширине. Допустим, я возьму где-то вот такой вот рукавчик, да? Ну вот. То есть он должен быть, какой-то рукавчик должен быть. Приблизительно вот так вот загнула. 78. Короче надо. Еще. Ну, я думаю, пойдет мне вот так вот на 70, то есть в одну длину выкроить рукавчик и с выпадов где-то делать какую-то оборочку. Я тут, конечно, загнула 30, то есть 42 сантиметра длина рукава. Ну, хотелось, но, к сожалению, ткани нет. Вот этой ткани хотела посмотреть сколько, потому что шифон шифоном, сюда еще нужно дополнительно делать подкладку. То есть это, во-первых, дополнительные заморочки, во-вторых, это... Ну, ткань это, то есть вот именно этот шифон, он такой немножко грубоватый, то есть на подкладке он не будет таким воздушным и летящим, поэтому хочется в один слой. Вот я хочу посмотреть, сколько у меня вот этой ткани. То есть, ну, в крайнем случае вот так же я сделаю в одну длину, допустим, лиф и наставлю воланом, оборочкой рукава. Если у меня, конечно, хватит. Так, вот здесь у меня заканчивается 1,5. Дальше измеряю. Продолжаю. Хоть бы хотя бы 3. Нет, не будет 3. 2,5, я думаю. Так, вот так будет. Где у меня 50? Вот так будет 2 метра. А вот так плюс 63 сантиметра. 2 метра 63 сантиметра. Нет, не хватит этой ткани, мне не хватит. Если только совсем-совсем делать маленький верх. В общем, я еще подумаю, какой у меня будет комбинезон. Можно найти какой-то компаньон. Хотя цвет, согласитесь, очень сложный. Да? Для него компаньон найти очень сложно. Какой я вижу цвет? Я, кстати, в цветах практически не разбираюсь. Сейчас столько всяких названий цветов, что я даже слов таких просто не знаю. Я вижу, сейчас свое видение скажу, как выдам. Я вижу, что это кофе с молоком и капля бруснички. Вот что-то такое, оттенок такой, какой-то такой. В общем, такой цвет, ну, классный, насыщенный, глубокий цвет, мне очень нравится. Как этот цвет называется, я не знаю. Камера, возможно, не передаст 100% именно этот цвет. Смотрите, все-таки, я, конечно, шифон люблю. Но это шифон жаткой, он, да, грубоватый. Он немножечко все-таки вроде как бы подходит. Вот эти цветочки, они вроде как немножко сочетаются. Хотя нет. Нет, в общем, нужно искать, нужно перебирать все свои закорма и искать. Я на сегодня все-таки с вами заканчиваю, завершаю это видео, потому что и сама устала, и вас уже утомила. И пока я буду редактировать это видео, я подумаю, возможно, я переберу все свои ткани. Дело в том, что у меня нет больше 3.
больше 3 я не брала ткани. Если там уж прям, я обычно подкладочные ткани беру 5, 6, 7, 10 сантиметров подкладочные, если они, допустим, недорогие. А такие ткани, ну, как бы я не предполагала, что у меня будет такая модель, что у меня будет такой проект. Поэтому я и даже и не думала брать какие-то ткани в таком количестве. Сейчас заказывать это, господи, это так долго будет идти. Нет, 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 ни в коем случае. Поэтому я, наверное, все-таки вот прям склоняюсь вот к этой ткани. Вот это вот прям классная, вообще такая шелковистая. Она очень похожа на эту, но она более шелковистая, более такая, знаете, летящая, более такая струящаяся ткань. Очень классная. Кстати, да, мнется, но мнется она вот помялась, пока лежала. Вот так я ее мну. Она мнется, ну, не так, как штапель, например, да, то есть она, ну, практически вот как это. Мнется, но не очень. То есть, опять же, мне здесь повезло. Если я найду какой-то компаньон к этой ткани, то, может быть, я что-то придумаю. Что-то такое. Что-то такое. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь. Всем классного настроения. До новых встреч.